Ну что, дорогие мои, давайте свяжем эту прекрасную маечку Катамея топ за несколько дней. Мой, еще раз показываю, красивейший Тиффани с матовой пайеткой. Он у меня будет в 3 сложения. Я одну нить беру снаружи, да, одну нить беру изнутри. Нормально здесь оно все тянется. Одну снаружи в 2 сложения у меня в одном будет мотке, и в одну нить возьму снаружи сразу. Или откуда здесь даже будет удобнее? Наверное, будет мне удобнее. Нет, наверное, все-таки будет здесь снаружи удобнее. И в одну нить со второго мотка. То есть в 3 сложения. Берем с вами круговые спицы номер 4. Отмеряем нужную длину нити. Ну, приблизительно, не знаю, до 2, до 3 метров, в зависимости от вашего размера, который вы вяжете. У меня размер 42-46, я набираю 180 петель плюс 1 петля для соединения в круг. Сразу берем 2 маркера. Один для отметки начала кругового ряда, у меня вот такой вот кругленький. Второй это для того, чтобы распределить общее количество петель на 2 равные половины, чтобы когда мы с вами перейдем на убавки в пройме, да, нам не пришлось заново пересчитывать и тому подобное. Мы их сразу пересчитаем и разделим. То есть мои 180 петель делим на 2, у меня 90 петель перед, 90 петель спинка. Размер, кто вяжет 48-50, я вяжу 42-46, сразу говорю. Размер, кто вяжет 48-50, вы набираете 200 петель плюс 1 петля для соединения в круг. Размер 50-52, вы набираете 220 петель плюс 1 петля для соединения в круг. Размер 52-54, вы набираете 240 петель плюс 1 петля для соединения в круг. И размер 54-56, 260 петель плюс 1 петля для соединения в круг. Мы с вами вяжем высоту 86 круговых рядов. Это высота тела до убавок в пройме. Потом будем с вами вязать еще 20 круговых рядов с убавками в пройме. Но перед этим мы с вами провяжем еще несколько круговых рядов и сделаем декоративную окантовку. Отмеряем нужную длину нити, чтобы нам хватило для набора петель. Берем с вами круговые спицы номер 4 с леской 60 сантиметров. Если кому-то удобнее на более длинной леске, то есть 80 сантиметров, это не принципиально, можете и на 80-ке. Я вяжу на 60-ке. У меня стандартная длина спиц, да, не укороченная. И самым простым обычным способом мы с вами набираем нужное количество петель по вашему размеру. А также я в описании под видео прописываю дополнительно порядово-текстовое описание, в том числе и расчеты количества петель. Я набираю 180 петель плюс 1 петля для соединения в круг. Если вы новичок, следим внимательно за движением рук, слушаем и повторяем. Рабочую нить с правой стороны у нас идет уже отрезок, который мы отмерили, то есть общую длину, да, чтобы нам хватило набрать. В левой руке у нас идет рабочая нить от мотка. Накидываем вот так, обвиваем указательный и большой палец левой руки. Я правую рабочую спицу завожу под вот эту вот соединяющую по центру нить, под нее подхватываю, завожу под первую нить с большого пальца. Вот так вот подхватываю с указательного и завожу вот сюда сформированную петлю. У меня сразу 2 петли набираются. И далее вот так вот мы располагаем, да, то есть вот так вот на большом и указательном, и заводим. То есть мы уже формируем здесь петлю. Это именно для новичков. Заводим, подхватываем, спускаем. Заводим, подхватываем, спускаем. Все, и у нас формируются с вами петли, да, то есть идет наборка 4 петли, 5, 6, 7, 8 и так далее. Набираем нужное количество петель по вашему размеру. Девочки, сильно супер плотно не набирайте. У нас сейчас с вами еще будет декоративная окантовка по низу. То есть вот мы видим, да, у меня нормально, спокойно они ездят по спице. Набираем нужное количество петель самостоятельно. Так, набрали с вами нужное количество петель. Теперь соединяем наборный ряд в круг. Важно, следим внимательно, чтобы
наши отрезки нити были у нас за окружностями спиц, и чтобы нить от мотка не шла через центр, вам это будет неудобно. Замыкаем наборный ряд в круг. Для этого первую петлю с левой спицы переснимаем на правую. Не забыли, да, мы набрали плюс 1 петля для соединения в круг. Первую петлю с левой спицы вот снимаем, переносим на правую, через нее накидываем первую петлю с правой спицы. Подтягиваем наш вот этот отрезок и основную рабочую нить. При этом вот эту петлю я на левую спицу не перекидываю. Далее я сразу связываю этот отрезок с основной рабочей нитью, чтобы у меня вот этот край сразу же стянулся, край соединения. Вешаем маркер отметки начала кругового ряда, пока только один маркер. И далее вяжем 2 круговых ряда лицевыми петлями, то есть это 2 установочных ряда перед нашей окантовкой. Я провязываю все петли лицевыми за переднюю стенку. Я вяжу бабушкиным способом, поэтому лицевые при круговом вязании всегда провязываю лицевыми за переднюю стенку. Вяжем 2 круговых ряда и встречаемся с вами уже на выполнение окантовки. Итак, провязали с вами 2 круговых ряда. Многие сейчас узнают этот способ. Я его показывала в полезностях во всех социальных сетях. Только показывала эту декоративную обработку. Уплотненный край я его называю на 3 круговых ряда. Здесь же на 2, потому что у нас изделие нежное, да, изделие у нас летнее, и не хочется, чтобы выглядело слишком плотно. На примере жилета Маади, который я представляла, показывала, да, реглан погон сверху, я делала именно плотный край и именно толстую окантовку, чтобы она фактурно красиво выделялась. Здесь же, наоборот, она будет выделяться за счет того, что у нас, в принципе, толстая нить пряжи, да. Итак, мы провязали 2 круговых ряда. Смотрите, на изнанке разворачиваемся, да, у нас хорошо здесь видно 2 протяжки. Вот 2 протяжки наших провязанных, да, рядов. Третья вот эта протяжка, это уже идет у нас наборка. Мы с вами спускаемся на предыдущий ряд. То есть если мы вот так возьмем петлю, да, мы видим, что у нас вот первая ее протяжка, и вот здесь вот ниже вот вторая ее протяжка предыдущего ряда. Мы ее поднимаем, переносим на левую спицу и провязываем вместе с петлей рядом, то есть ее же, да, петлей лицевой за переднюю стенку. Снова следующая петля, вот у нас хорошо видно, вот на белом фоне у нас первая протяжка, которая только что мы ряд провязали, и вторая протяжка, предыдущий вот этот нижний ряд, точнее первый, да. Мы заводим правую рабочую спицу, поднимаем эту протяжечку, переносим на левую и провязываем вместе с петлей ряда за переднюю стенку. Следующая петля, снова поднимаем, переносим, провязываем. Следующая петля, спускаемся, поднимаем, провязываем вместе с лицевой петлей. И повторяем так до конца кругового ряда. Поднимаем, провязываем вместе лицевой петлей. Если вам сложно найти ее, да, протяжечку, можете разворачиваться, вот здесь подсматривать. Ну, мне не сложно, я вот сразу завожу спицу, сразу же ее поднимаю и провязываю. Завожу, поднимаю и провязываю. Повторяем так до конца кругового ряда. Хочу сразу предупредить, что никакой край заворачиваться не будет. Я использую этот способ и использовала в абсолютно разных составах, начиная с ангоры, продолжая авторским миксом кидмахера с люрексами, микропаетками, продолжая кидмахерами. Вот сейчас у меня китайский хлопок, да, 100%. Поэтому ни на одном из составов у меня здесь ничего не заворачивается. Я не знаю, у кого что как заворачивается. Я считаю этот способ просто шедевральным. И его же я использую при закрытии петель. Точно так же, просто соединение начала и конца ряда при закрытии немножечко по-другому. Вот так у нас это с вами аккуратно, красиво выглядит. Повторяем так до конца кругового ряда. И далее уже будем с вами переходить просто на монотонное вязание лицевой гладью. Еще раз показываю. Поднимаем протяжечку, да, через ряд вниз, то есть первого кругового ряда. Провязываем вместе с петлей
лицевой за переднюю стеночку. Поднимаем, провязываем с лицевой петлей. Так, ну что, дорогие мои, вот такая красота у нас с вами получается. Получилось, вернее, да, ничего нигде заворачиваться не будет. Ну и далее мы, согласно нашим схемкам, да, вяжем 86 круговых рядов лицевой гладью, высота тела до убавок в пройме. Все лицевыми петлями. Также, девчоночки, сразу я провязала первые 90 петель, вешаю маркер, второй маркер, и провязываю оставшиеся 90 петель. То есть то, что я и говорила, я себе сразу выделяю будущую полочку переда, будущую полочку спинки. В принципе, это не супер прям принципиально, да, то есть можете, когда мы с вами приступим к пройме, сразу можете отделить, пересчитать, можете сразу, вот как я сделала, мне так намного удобнее, я потом сразу приступаю к пройме, мне ничего дополнительно пересчитывать не нужно. Поэтому я рекомендую сразу. В описании под видео указано, сколько у меня длина тела в сантиметрах. Вы можете по своей плотности также рассчитать. Может, кому-то нужно подлиннее, покороче. Здесь все индивидуально. И встречаемся с вами уже, когда провяжете последний 86-й круговой ряд. Включаем любимый сериальчик и вяжем лицевой гладью. Так, ну что, дорогие мои, я уверена, что у всех получается невероятная красота, и я уверена, что новички тоже будут в шоке от того, как просто это вяжется, да. Вообще, топы и майки – это одно из самых, наверное, простейших изделий, что сверху вниз можно вязать, что снизу вверх. И сейчас мы с вами приступаем уже к вязанию высоты проймы и, естественно, убавках. Для этого мы отметили с вами, да, центр, как бы у нас начало. Отметка начала кругового ряда маркером и дополнительно маркер мы разделили общее количество петель, да, во втором-третьем круговом ряду на 2 равные половины. И сейчас от маркера кругового ряда мы с вами приступаем к вязанию высоты проймы уже отдельно полочки спинки. То есть вот этот перед, да, который после второго маркера идет, мы не трогаем. Мы к нему вернемся уже после того, как свяжем полочку спинки и 2 полочки спинки, я имею в виду 2 плечика, да, но я всегда называю полочка переда, полочка спинки. Что мы сейчас с вами делаем? Девочки, смотрите, у вас порядово попетельно все прописано. Сейчас у нас идут убавления в пройме по каждому размеру. Все размеры абсолютно одинаково. Мы с вами вяжем именно по спинке. Девочки, спинка. Вяжем 20 поворотных рядов, то есть приступаем к поворотному вязанию отдельно спинки. И в каждом поворотном лицевом ряду мы в начале, в конце поворотного ряда выполняем убавки. Одновременно мы с вами выделяем кромочную, 2 лицевые скрещенные, кромочные. Я сейчас все покажу. Это наша красивая окантовка, да, вы у меня ее видели. И в анонсе видели, и так далее. Смотрите, от маркера начала кругового ряда до следующего маркера, вот это вот у меня сейчас, да, 180 петель, 90 петель, это моя спинка. От маркера до вот этого маркера я вяжу, разворачиваюсь, вяжу изнаночный ряд, лицевой, изнаночный. То есть только спинка, чтобы никто ничего не перепутал. В начале и в конце поворотного ряда выделяем наши вот эти 3 основные петли, то есть кромочная, 2 лицевые скрещенные, и в конце тоже. У нас уже здесь начинаются полностью поворотные лицевые ряды, да. Провязываем сейчас. Я кромочные всегда провязываю в конце поворотного ряда лицевыми, в начале поворотного ряда снимаю. Но так как у нас сейчас просто первый поворотный лицевой ряд, девочки, первый поворотный лицевой ряд из 20 рядов проймы. Мы провязываем 1 лицевая, и следующие 2 лицевые провязываем лицевой скрещенной за заднюю стеночку, первая и вторая. Далее у нас убавка. Здесь очень удобно, вы можете себе сфотографировать, распечатать, очень удобно вот так вот отмечать в кружочек, да, то есть у нас показано убавки. На вот эти пока убавки по горловине мы не смотрим, только пройма сейчас. У нас убавка. Убавка в начале ряда, то есть в начале, да, ряда с правой стороны. Пройма у нас с наклоном вправо, в конце ряда с наклоном влево, то есть у нас убавки смотрят друг от друга. И провязываем 2 лицевые петли вместе с наклоном вправо за передние стенки. Еще раз показываю. С наклоном вправо за передние стеночки. Далее провязываем до конца, то есть до маркера, да, за перед наш мы забываем, все, у нас ряды сейчас только по спинке. Это первый поворотный лицевой ряд общей высоты проймы. Сразу отлаживаю и объясняю, что такое общая высота.
Общая высота проймы у нас вот сейчас это вместе с 20 рядами, в которых мы выполняем убавки, и плюс высота проймы, когда мы с вами разделим на правое плечико и левое плечико по спинке, да, общее количество рядов высоты проймы у нас составляет 60 поворотных рядов. Из них 20 рядов уходит сейчас на убавки в самой пройме, и после этого мы с вами вяжем. У каждого размера свое количество поворотных рядов, да, у меня это 40 поворотных рядов по спинке, каждую полочку спинки, да, то есть правую полочку, левую полочку спинки, только уже с убавками по горловине. В общем, у нас 20 рядов проймы с убавками и 40 рядов проймы каждой полочки с убавками уже по горловине. Здесь мы выполняем убавки только в пройме, здесь убавки у нас будут только по горловине. Провязываем сейчас до конца, соответственно, только петли спинки до вот этого маркера, не провязывая 1, 2, 3, 4, 5 петель. Дошли до конца нашей спинки, да, перед маркером, вот. 2 петли разворачиваем, провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку. Можно вот так, можно первую петлю снять, провязать вторую и накинуть первую, то есть здесь без разницы ложатся, ну, в принципе, фактически одинаково. Следующие 2 лицевые петли у нас 2 лицевые скрещенные, провязываем лицевыми скрещенными за заднюю стенку. И кромочную я провязываю просто лицевой, это лицевая петля, это у меня кромочная. Разворачиваемся на изнаночный поворотный ряд. Этот маркер я уберу уже в 3-м ряду, чтобы не запутаться нигде, ничего. Смотрите, кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Я всегда их провязываю в конце поворотного ряда лицевой за переднюю стенку. Здесь я не вот так снимаю, не разворачиваю, ничего. У меня нить перед работой, я просто ее вот так снимаю. Следующие 2 изнаночные петли мы должны провязать изнаночными скрещенными, чтобы на лицевой стороне они получились скрещенными лицевыми. Заводим правую рабочую спицу в заднюю вот эту вот стеночку. Вот она у нас смотрит левой стенкой. Вот эту вот заднюю стенку. И вот так вот нить с подхватом снизу. Вот, смотрите, вот снизу. То есть не вот так, да, как мы обычно провязываем изнаночную, а скрещенную. Провязываем 1 и 2. Чтобы вы понимали, лицевая скрещенная она у нас всегда смотрит таким образом, что ее левая стеночка перекрывает правую. Это вдруг, если вы запутаетесь, как-то не так провяжете, вы увидите, что у вас левая стеночка должна перекрывать правую. И провязываем петли изнаночные без каких-либо убавок до конца ряда. В конце поворотного ряда, да, у нас 2 скрещенные изнаночные, кромочную. Ну, я провязываю лицевой, вы провязываете, как вы привыкли, как вы хотите. Я дошла до конца поворотного ряда, да, вот у меня бывший маркер начала кругового ряда, я его тоже скоро уберу. У меня 3 петли, первые 2 изнаночные провязывая скрещенные изнаночные, заводим в правую вот эту, в заднюю, вернее, стеночку, нить с подхватом сверху провязываем изнаночной петлей. Следующую изнаночную точно так же. Следующую изнаночную, то есть уже кромочная сформированная, я провязываю лицевой за переднюю стенку, этот маркер. Ну ладно, пока пусть висит до 4-го ряда. Разворачиваемся. Мы провязали первый ряд с убавками, провязали второй поворотный изнаночный ряд. Теперь у нас далее, вот, да, как указано по схемке, 3, 5, 7 и так далее. Эти ряды у нас с убавками отмечаются, лицевые поворотные ряды, девочки. То есть по 10 убавок у нас с каждой стороны проймы. Сейчас у нас 3-й поворотный лицевой ряд. Еще раз показываю убавку, далее вяжите самостоятельно. Кромочную петлю снимаем, да, я здесь ничего не перекрещивала, сразу видим, да, что ничего здесь я не перекрещиваю, здесь никаких вот разрывов нет. Хорошенько вот так подтягиваем кромочную в этих самых первых рядах. Следующие 2 лицевые провязываем лицевыми скрещенными. Следующие 2 лицевые разворачиваем, провязываем вместе лицевой за 2 передние стенки, то есть у нас убавка в пройме. Вяжем петли до конца ряда, не провязывая 5 петель. Я довязала до конца спинки 2 петли. Провязываем лицевыми вместе за заднюю стенку, то есть убавка. Следующие 2 лицевые у нас скрещенные, да, окантовочка. Мы их просто выделяем для красоты. И кромочную провязывая лицевой за переднюю стенку. Здесь тоже у нас, вот здесь мы ничего не перекрещивали в пройме, и разрывов не будет, потому что вот эти петли потом, они у нас хорошенько вот так подтягиваются. Этот маркер я убираю, мне не нужен.
И отмечаем у себя провязанный третий ряд. Вяжем так поворотными рядами до 20 поворотного изнаночного ряда. Когда провяжете 20 поворотный изнаночный ряд, выполните вот эти вот убавки, именно убавления в пройме, девочки. Тогда мы с вами встречаемся, когда провяжете 20 поворотный изнаночный ряд. Так, ну что, друзья, я провязала свои 20 поворотных рядов. Я выполнила убавки. 10 петель мы убавили с вами по правой пройме, 10 петель по левой. И сейчас я вяжу оставшиеся 40 рядов высоты проймы, но мы с вами разделяем, да, нашу спинку на две полочки, правую и левую полочки. И приступаем к формированию одновременно горловины. Первой я буду вязать правую полочку, то есть ряд у меня сейчас начнется, да, лицевой, я его отчитываю как первый ряд, ну, чтобы не продолжать, да, там 20 какой-то и так далее. И отчитываю себе, отдельно записываю 40 рядов высоты проймы именно уже каждой полочки. Точно так же при формировании V-образной горловины по спинке, она у нас и по спинке, и по переду, только по переду она у нас немножечко углубленная. Мы по этому вырезу также выделяем 2 лицевые скрещенные кромочные в левой полочке и кромочная 2 лицевые скрещенные, то есть наша окантовка. Я себе сразу маркером разделила, да, у меня 70 петель сейчас после убавок, было 90, да, 20 петель я убавила по 10 с каждой стороны, и у меня 70. Я делю на 2 равные половины, сразу в 20 поворотном ряду я маркером разделила, то есть у меня вот сейчас одна будет полочка, правая полочка из 35 петель, и левая полочка. И при вязании 40 поворотных рядов я выполняю 20 убавок в каждой полочке. И, соответственно, у меня правая полочка будет, как и левая, по 15 петель. Провязывая в пройме, мы больше никаких убавок не делаем, только при формировании сейчас горловины. Я начинаю провязывать от начала ряда. Отмечать себе буду как первый ряд. У меня это также вот здесь указано, да, и у вас тоже убавление по горловине в поворотных, лицевых, несчетных рядах. Ну и там и так далее. Первый, третий, пятый и так далее. Да, всего у нас 20 убавок в каждой полочке. Кромочную петлю, да, снимаю и провязываю ровно до маркера, но при этом буду выполнять убавку. Здесь мы уже убавки в пройме не делаем, то есть в начале ряда в правой полочке спинки мы никаких убавок уже не делаем. Вообще забыли уже за пройму, она у нас прямая дальше идет. Убавки только при формировании горловины. У меня перед маркером остается 5 петель, то есть у меня сейчас первая одновременно убавка, да, первый ряд высоты проймы именно каждой полочки спинки и первая убавка. Я провязываю 2 петли с наклоном влево за заднюю стенку. То есть убавки по высоте горловины у нас наоборот будут смотреть друг к другу. Если в пройме они смотрели друг от друга, да, то по горловине у нас наоборот друг к другу. В правой полочке у нас убавки с наклоном влево всегда в конце поворотного ряда. В левой полочке, соответственно, в зеркальном отображении в начале поворотного ряда убавки будут с наклоном вправо. Далее 2 лицевые петли я разворачиваю, сразу их формирую, провязываю скрещенными лицевыми, да, окантовка, и кромочную провязываю лицевой. Точно так же здесь я ничего перекрещивать не буду, потому что у нас здесь красиво, хорошо стягивается, пряжа хорошо потом раскрывается. Первый ряд с убавкой провязали, да, второй изнаночный поворотный ряд, подтягиваем кромочную, провязываем скрещенные 2 петли изнаночными, да, нить с подхватом снизу за заднюю стеночку. И вяжем ряд до конца. То есть мы развернулись наизнанку и полноценно вяжем сейчас правую полочку по нашей спинке. Провязываем ряд до конца. В третьем поворотном лицевом ряду еще раз покажу убавку. Третий поворотный лицевой ряд, кромочную снимаю, 2 лицевые скрещенные и провязываю до конца полочки ряд, не провязывая 2 петли перед скрещенными лицевыми. Дошла до конца, да, у меня 5 петель, кромочная, 2 скрещенные лицевые, 2 лицевые. 2 лицевые провязываю вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево. 2 скрещенные лицевые, кромочную я провязываю лицевой за переднюю стенку. И вяжем так, этот маркер я убираю, мне уже не нужен. И вяжем так
свое количество поворотных, да, рядов. У меня это 40 рядов, в 39 поворотном лицевом ряду у меня последняя убавка, то есть мы в каждом поворотном лицевом ряду убавляем по одной петле. Когда довяжете, да, последний свой поворотный ряд, у меня это будет 40 в общем, 60 в общем по высоте проймы. Ниточку обрезаем, оставляем до 10 сантиметров отрезок и встречаемся с вами на левой полочке спинки. В зеркальном отображении я покажу, как мы выполняем убавки в зеркальном отображении. Вяжем самостоятельно. Итак, дорогие мои, ну что, мы провязали с вами высоту проймы полочки переда, выполнили убавки по горловине, да, это наша внутренняя часть. Вот так красиво у нас с вами смотрится. Все после стирки ВТО разровняется и отутюжится. Не знаю, у меня края никогда нигде не заворачиваются до стирки и ВТО. Это понятно, что полотно корявое и тому подобное, но после стирки ВТО я прохожу утюгом с паром через вспомогательную ткань, либо без нее, в зависимости от состава, и все у меня идеально. Смотрите. Вот такой вот отрезочек буквально нити мы сейчас оставляем, да, здесь срезаем, потому что мы все равно будем сшивать иглой трикотажным швом петля в петлю, чтобы у нас все было красиво и аккуратненько. Далее вот эти петли я переношу, оставшиеся петли пересчитайте обязательно, проверьте все свои убавочки, у меня 15 петель. Все четко, вот все красивые убавки, все аккуратно. Я эти петли переношу на вот такую вот у меня булавка. Очень классный помощник. Если у вас такой нет, просто на дополнительную бросовую нить любую, да, пряжу не шерстяную желательно, либо на леску 40 сантиметров с заглушками, леска и вот такие вот заглушки. То есть мы оставляем петли открытыми. Я сразу петли разворачиваю для будущего сшивания, чтобы они все смотрели у меня правой стеночкой. Просто я их вот так вот переношу пока на эту булавку, и потом второе плечико я сделаю точно так же. Левое плечико. Когда провяжу. У меня будут на одной этой булавке. Вот так вот. Все, спереди у меня на отдельной вот лесочке я перенесла, да, и у меня сейчас левая полочка спинки. Вяжется точно так же, как и правая. Приступаем, вяжем в зеркальном отображении, показываю буквально 3 поворотных лицевых ряда, далее продолжаем самостоятельно. Вот наша с вами сейчас левая, да, полочка. Мы не провязывали первый поворотный лицевой ряд с убавками из оставшихся рядов, да, напоминаю, у нас общая высота проймы, у меня это 60 поворотных рядов, 20 рядов у нас была исключительно высота проймы с убавками в самой пройме, оставшиеся 40 рядов высоты проймы каждой полочки по спинке, да, у нас с внутренними убавками по горловине. Я сейчас беру рабочую нить, аккуратно потом ее крючком внутри просто спрячем. Тоже оставляю, ну, приблизительно вот такой вот отрезочек, да, если что, вдруг где-то аккуратненько подтянуть, спрятать. И первый ряд у меня точно так же, я себе вот здесь вот дальше уже прописывала ряды, у нас с убавкой в зеркальном отображении. Тоже мы в начале поворотного ряда выделяем кромочную 2 лицевые скрещенные, провязываем первую петлю лицевой, хорошенько подтягиваем ее. Далее 2 петли разворачиваем, провязываем каждую петлю скрещенной лицевой за заднюю стеночку. Раз и два. И теперь у нас убавка, 2 петли мы лицевые разворачиваем и провязываем вместе лицевой за 2 передние стенки. То есть если у нас в левой, ой, в правой полочке убавки были, да, в конце полочки, то в левой полочке у нас в начале ряда, в начале полочки убавки. И с наклоном вправо, я уже говорила. Вяжем до конца ряда, да, в конце у нас 2 лицевые скрещенные, кромочная, второй поворотный изнаночный ряд вяжем самостоятельно, встречаемся еще раз в третьем ряду. Третий поворотный лицевой ряд, кромочную петлю снимаем, 2 скрещенные лицевые, окантовочка, 2 лицевые разворачиваем, провязываем лицевой за 2 передние стеночки, то есть убавка, и вяжем до конца ряда. Вяжем так в зеркальном отображении. Когда довяжете, точно так же нить обрезаете, петли разворачиваем, переносим либо на бросовую нить, либо на леску. Можете вообще на одну общую леску 60 сантиметров с заглушками, не у вас будет на одной леске, не будет, знаете, вот телепаться, как говорится, да, 2 лямки. И все, приступаем потом с вами к переду. Там тоже все вяжется очень быстро и очень просто. За один вечер спокойно можно вот
связать что спинку, что перед и соединить. Вяжем самостоятельно, встречаемся, когда провяжете, обрежете нить, закончите с полочкой и встречаемся с вами уже на нашем переде. Ну что, друзья, приступаем с вами к переду. Вяжется он точно так же быстро, как и спинка. В принципе, я думаю, уже многие поняли, что действительно эта майка вяжется очень быстро. В особенности для тех, кто вяжет на заказ, вообще очень актуально. Вот мой перед. Я сюда присоединила уже спицы номер 4. Полочки, спинки у меня вот на одном вот этом вот моем помогаторе, да. Все у нас здесь красивенько и аккуратненько. И теперь мы с вами приступаем к переду. Общая высота проймы, напоминаю, у меня 60 поворотных рядов, да, и сейчас мы с вами провязываем четко, как у нас указано по схеме, а именно первые 4 поворотных ряда, да, то есть если мы по спинке с вами вязали 20 поворотных рядов с убавками только в одной пройме, да, только в одной пройме, и только после этого мы с вами приступали к вязанию каждой полочки спинки отдельно, то сейчас мы с вами вяжем первые 4 ряда, первые 4 поворотных ряда с убавками в пройме, и оставшиеся 16 рядов из вот тех 20 именно с убавками в пройме мы вяжем уже одновременно с убавками по горловине, то есть добавляем убавки по горловине, то есть углубляем горловину, делаем ее глубже, чем по спинке. Я это все сейчас поэтапно покажу. То есть мы с вами будем оставшиеся вот эти ряды вязать с убавками в пройме продолжать, да, но вместе еще и с убавками по горловине. Специально объясняю дотошно для новичков, чтобы никто не запутался. И далее уже, когда мы с вами прекратим убавки по пройме, вяжем оставшиеся поворотные ряды с убавками по горловине. Все элементарно. Сейчас берем нашу рабочую нить. Также можно оставить приблизительно вот такой вот отрезочек. Это все спрячете потом в изнаночное полотно. И вяжем первые 4 поворотных ряда. Также само мы выделяем кромочные 2 лицевые скрещенные в начале поворотного ряда переда. 2 лицевые скрещенные кромочные в конце поворотного ряда. Я провязываю первую лицевую петлю лицевой. Она уже у меня будет кромочная, подтягиваю. Далее 2 лицевые провязываю скрещенными лицевыми. И выполняю первую убавку. Напоминаю, что в пройме у нас в начале поворотного ряда убавка с наклоном вправо за 2 передние стенки. В конце поворотного ряда, да, убавка с наклоном влево. Вяжем до конца ряда, не провязывая 5 петель. То есть кромочная 2 скрещенные лицевые и 2 петли, в которых мы выполняем убавку. Дошли до конца ряда, у нас здесь будет кромочная, 2 лицевые скрещенные, вот эти 2 петли мы разворачиваем, провязываем вместе с наклоном влево за заднюю стенку. Провязываем 2 скрещенные лицевые за заднюю стенку лицевой, последнюю петлю кромочную я провязываю лицевой. Первый ряд мы провязали. Кстати, именно в данном варианте, именно переда, актуально отмечать у себя с первого по полноценно свой определенный ряд. Да? Если у меня общая высота проймы 60 поворотных рядов, я так и буду отмечать первый, второй, третий, там 20 какой-то, там еще 40 какой-то там и так далее. Потому что убавки по горловине, да, и разделение на 2 полочки переда у нас начинается с 5-го поворотного лицевого ряда. Чтобы вы не путались, так будет намного удобнее. Также я себе ставлю убавки в пройме, например, и убавки по горловине, да, там 5-й ряд, плюсик, плюсик. То есть 2 плюсика я себе отмечаю то, что у меня убавки идут и в пройме, и по горловине. Если по спинке мы могли просто, да, мы вязали 20 поворотных рядов, вяжем сейчас изнаночный ряд. Вязали 20 поворотных рядов исключительно с убавками в пройме, а потом могли отсчитывать там с первого ряда, да, оставшиеся ряды высоты проймы каждой полочки, то здесь просто удобнее будет вот с первого по полноценно последний поворотный ряд. Вяжем сейчас второй изнаночный поворотный ряд передом, встречаемся в 3-м ряду, еще раз показываю убавки. 3-й поворотный лицевой ряд, да, снова убавки. Ничего абсолютно сложного, это одна из самых простейших моделей, одно из самых простейших, элементарных, даже скажу, исполнений. 2 петли разворачиваем, провязываем с наклоном вправо за переднюю стенку. И вяжем до конца ряда, не провязывая 2 петли, да, перед скрещенными лицевыми. Дошли до конца ряда, 2 лицевые провязываем вместе с наклоном влево за заднюю стенку, 2 скрещенные лицевые, кромочную я провязываю лицевой. 4-й ряд вяжем по рисунку изнаночной, встречаемся в 5-м поворотном лицевом ряду, где мы с вами разделим напополам
наш перед, да, на 2 равные полочки. И приступим к вязанию левой полочки первой по нашему переду с убавками по горловине и одновременно с убавками в пройме. Так, у нас с вами 5-й поворотный лицевой ряд. Так как по спинке, да, мы разделяли, вернее, нашу спинку на полочку правую и левую, на оставшемся количестве петель после всех убавок в пройме, то здесь у нас же убавки в пройме еще не закончены, да, и мы делим на том количестве петель, которые у нас есть сейчас. То есть, если у меня 86 петель, да, было 90, мы выполнили убавки в 4 рядах, то есть убавили по 2 петли с каждой стороны, у меня 86, то есть 90 минус 4 петли убавленные, да, 86 петель. Я поделила по 43 петли каждая полочка переда, левая и правая полочка переда, вот у меня 43 петли, я повесила сейчас маркер разделитель 43 петли. Я сейчас приступаю к вязанию 5-го поворотного лицевого ряда. Я продолжаю выполнять убавки в пройме и продолжаю их выполнять убавки, напоминаю, до 20-го ряда, а точнее до 19-го включительно, так как в лицевых рядах убавки, да, но также ввожу убавки по горловине, естественно, то, о чем я и говорила. Провязываем сейчас ровно половину до нашего маркера. Маркером сразу себе разделите, у вас на схемках указано количество петель. Маркером сразу разделите, и я провязываю ровно эту вот первую половину, то есть разделяю сейчас на левую и правую полочки переда. И первой мы вяжем левую полочку. Кромочную снимаю, 2 лицевые скрещенные, не забываем, что у нас здесь прибавки в пройме. 2 петли разворачиваем, провязываем вместе за переднюю стенку лицевой, провязываю петли уже левой полочки переда, не провязывая 5 петель, вот эти вот перед маркером. Доходим до маркера, остается 5 петель, напоминаю, это маркер разделитель. 2 петли я провязываю вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку. 2 петли разворачиваю, провязываю каждую скрещенной лицевой также за заднюю стеночку. И вот эту лицевую провязываю лицевой, она у меня кромочная. Не забываем, девочки, что убавки в пройме в начале ряда с наклоном вправо, убавки в пройме в конце ряда с наклоном влево. Так как мы разделили на полочки переда, у нас так и остаются убавки. У нас сейчас левая полочка переда в начале ряда с наклоном вправо, а убавки по горловине, только что была первая убавка по горловине, с наклоном влево. Так как мы опять-таки вяжем сейчас левую полочку, да, у нас всегда убавки по горловине с наклоном влево. Вяжем 6-й поворотный изнаночный ряд, разворачиваемся, вяжем по рисунку. В 7 ряду еще раз встречаемся, я показываю еще раз убавки, чтобы никто не запутался. Если кто уже понял принцип вязания, кто не из новичков, девочки, просто продолжаем вязать. Я с вами встречаюсь в 7 ряду, и далее вы уже вяжете самостоятельно. Закончили 6-й ряд. 7-й поворотный лицевой ряд. Снова, да, у нас мы продолжаем убавки в пройме. Мы их продолжаем до 19 ряда включительно. Разворачиваем 2 петли, провязываем вместе лицевой с наклоном вправо за 2 передние стенки. Вяжем до конца ряда, а конец ряда у нас вот перед маркером, да, в полочке, то есть не к следующей полочке, не перепутайте. До скрещенных петель. Дошли до конца, 2 лицевые провязываем вместе с наклоном влево, то есть убавка по горловине. Скрещенные лицевые 2 провязываем скрещенными лицевыми, кромочную я провязываю лицевой петлей. В принципе, вот и все, да. Вяжем сейчас, выполняя убавки в пройме до 19 ряда. Я с вами встречаюсь, когда выполните последнюю убавку именно в пройме. В 21 ряду я с вами встречаюсь, чтобы никто не запутался, не продолжил убавлять дальше в пройме там до конца, да, и так далее. Вяжем сейчас самостоятельно. Я с вами встречаюсь в 21 поворотном лицевом ряду. Так, ну что, убавки в пройме мы сделали. С убавками в пройме мы закончили. Вот так красиво, аккуратно у нас, да, получается. Тоже здесь у меня никаких ни разрывов, ничего нет. При этом я петли не перекрещивала. Ну, вообще я их то бывает перекрещиваю, то не перекрещиваю, в зависимости от пряжи, чтобы красиво смотрелось. Здесь мы
Все сделали красиво, аккуратно. Здесь мы продолжаем выполнять, да, убавление по высоте горловины. Это полочка переда, левая полочка переда. Девчонки, продолжаем вязать, да, вяжем оставшееся количество рядов высоты проймы. В принципе, как у нас все, да, и получается. Вот у меня остается 40 рядов проймы, да, то есть я вяжу полноценно сейчас до 60-го последнего поворотного ряда. Этот же 59-й ряд, тот же самый 39-й из вот этих 40. Просто я сейчас считаю уже от общего количества рядов высоты проймы. Вяжем и встречаемся с вами, когда провяжете последний поворотный ряд, изнаночный ряд проймы. Петли сразу также развернете, чтобы они все смотрели правой стеночкой. Мы с вами соединим 2 плечика, да, то есть спинку и перед. И уже приступим к вязанию правой полочки переда в зеркальном отображении. Точно так же покажу буквально несколько поворотных рядов. И далее вы уже заканчиваете полностью самостоятельно. Встречаемся с вами, когда довяжете левую полочку переда. Так, ну что, мы с вами довязали, да, оставшиеся поворотные ряды у нас уже без убавок. Мы выполнили убавки в пройме, выполнили оставшиеся убавки по горловине. Все последующие ряды, там 40 какого-то, например, у меня это, да, уже без убавления. У нас мы вяжем оставшуюся высоту на своем количестве петель. У меня это 15 петель. Я провязала последний изнаночный поворотный ряд, развернула все петли. Обрезала рабочую нить, оставила приблизительно вот такой вот длины, девочки, отрезок, не более. Сейчас что мы делаем? Мы будем с вами соединять 2 плечика, то есть полочку переда с полочкой вот спинки, и сшивать трикотажным швом петля в петлю, чтобы у нас здесь не было ни единого шва. Но вы можете сшивать абсолютно любым способом соединять, то есть либо методом 3 спиц, либо крючком, как вам удобно. Не обязательно прям вот иглой, здесь уже по желанию. Я беру ножницы и каждую вот эту вот пайеточку на каждой нити, а у нас их 3, да, я ее срезаю по всей длине. Можно и с пайеткой, я на сером варианте сшивала с пайеткой, но поверьте, это не совсем удобно. И если я, например, могу, да, сшить, то для видео я вам этого показывать не буду, потому что это будет очень долго, неудобно и так далее. Я вот эту вот всю мелкую пайеточку прям по центру, как она нанизана, то есть, да, вот это ее отверстие, с помощью которого нанизана, через которое, вернее, нанизана нить, я ее просто вот так вот аккуратно срезаю. Только аккуратно это делайте, не спешите, чтобы не повредить саму рабочую нить. Тогда у нас будет просто чистая голая нить, которую мы сможем без проблем соединить, без психов и так далее, потому что пайетка будет затягивать. Так, вот я убрала всю пайеточку. Все это очень быстро, не больше 5 минут. Я петли полочки спинки, да, левая полочка спинки, я их перенесла просто на чулочную спицу номер 4, чтобы мне было удобно. Здесь вот аккуратненько стяну. То есть я соединяю левую полочку переда с левой полочкой спинки. Берем рабочую нить, берем трикотажную иглу для сшивания вязаных изделий с широким ушком и тупым концом. Ну, это для новичков, мало ли, девчонки не знают. И приступаем. Заводим сейчас, смотрите, вот наша рабочая нить, перед нами основная рабочая спица, это полочка переда. Следующая, да, вторая вот спица сзади, которая это полочка спинки. Вот наша рабочая нить, наша кромочная петля. Мы нашу иглу заводим. Почему мы развернули петли? Чтобы они все смотрели правыми стенками. В кромочную первую петлю от себя вот эту вот правую стенку, которую, ну, вернее, она левая, да, вот стеночка, правая она с лицевой стороны. Давайте говорить в переднюю стенку. Заводим от себя снизу вверх вот так вот и протягиваем, то есть закрепляем нашу нить. Теперь заводим кромочную вот эту, развернуть, чтобы она тоже смотрела правой стеночкой. Заводим нить, вот эту вот кромочную в правую стеночку тоже к себе, протягиваем рабочую нить и эти 2 петли мы спускаем. Я обычно, кстати, всегда вот так вот пальчик между ними просовываю, вот так вот, да, и придерживаю, чтобы регулировать натяжение. Теперь, смотрите, заводим нашу иглу, вот эту вторую петлю, которая на второй спице, да, вторую петлю спинки будем говорить, чтобы вы понимали, не путались, особенно новички, еще раз повторяю.
сверху вниз в ее вот эту вот левую стеночку, вот. То есть мы как бы 2 раза входим в одну и ту же петлю. И заводим одновременно, вот мы зашли, да, в нее, заводим в правую стенку вот этой изнаночной петли на второй спице, протягиваем рабочую нить. Петлю со спицы спускаем. Теперь заводим вот эту вот снятую петлю первую, не перепутайте, вот у нас нижний ряд, вот, которая снятая была. Заводим в левую вот ее стеночку, сверху вниз и в следующую правую стеночку на первой спице снизу вверх. Протягиваем рабочую нить, подтягиваем хорошенько, спускаем эту петлю. Очень все элементарно, вы сейчас поймете принцип. Снова заводим сверху вниз в левую стеночку предыдущей петли со второй спицы и в ее вот эту вот правую изнаночную стеночку от себя снизу вверх протягиваем рабочую нить. Спускаем ее. Снова заводим в левую стеночку лицевой петли, которая была снята с первой спицы, сверху вниз, вот сверху вниз. И снизу вверх в правую стенку лицевой петли на первой спице протягиваем рабочую нить. Спускаем эту петлю. Снова в левую стеночку петли, которая была спущена со второй спицы, в правую изнаночную стенку от себя снизу вверх в изнаночную петлю. Протягиваем, спускаем эту петлю. Вот мы видим, как у нас идет бесшовное соединение. Абсолютно никакого шва, ничего не видно, и все очень просто. Повторяем так до конца. Нить, кстати, можно было еще покороче оставить. Ну, я всегда так, на всякий случай, как говорится. Очень это легко делается, обожаю вообще этот способ. Мне очень нравится. Выполняем это действие до конца, до всех последних петель. Так, теперь смотрите, вот, да, мы соединили. У нас получилась с вами, смотрите, вот такая бесподобная красота. Девочки, после стирки ВТО все разровняется. Не будет такого корявого полотна. Вот, да, наши последние вот петли были соединены. Последние кромочные. Я вот эту вот, где у меня сейчас рабочая нить, где вот я последнюю петлю соединила, я еще раз ввожу в предыдущую кромочную петлю, которая была на второй спице. Вот она у меня. Стягиваю хорошенько и, да, очень подлиннее нить оставила, надо было покороче. И аккуратненько ее вот здесь вот с вот этим отрезком просто аккуратно связываю. Вот так вот прям аккуратно, аккуратно. Сильно прям не затягивайте. И вот эти вот наши отрезочки, их можно хорошенечко растянуть и спрятать вовнутрь, вот в изнаночное полотно. Можно прям вот эти вот петли убавки. Я обычно так и делаю всегда. Очень это все элементарно, очень красиво в итоге получается. Прям вот так вот завожу и прячу в изнанку. Стараюсь это делать даже ближе к кромочным петлям по краю. И ничего нигде не будет видно. Все, мы закончили с этой вот частью. Нам останется только правая полочка по спинке. Сейчас мы приступим к ней в зеркальном отображении. Точно так же я покажу буквально 3 поворотных ряда, да, убавок по горловине, чтобы точно никто нигде у нас не запутался, не перепутался и так далее. И вяжем в зеркалке, отмечаем себе по предыдущим рядам вот этой вот полочки переда. Я всегда так делаю, это очень удобно. И сшиваем потом плечики, немножечко перематываем видео назад, точно так же, как вот мы сделали. Либо любым удобным для вас способом. Не совсем прям вот принципиально, да, делать как я. Так, ну что, приступаем с вами, да, к правому плечику. Берем рабочую нить. У нас в 5-м поворотном лицевом ряду было разъединение, то есть мы на 2 разные полочки, да, наш перед разделяли. Оставляем приблизительно вот такой вот отрезок нити, да, мы его спрячем. Если мы в 5-м поворотном лицевом ряду эту полочку начинали провязывать с убавками, то к этой мы, естественно, не дошли. Поэтому мы сейчас начинаем с нее.
после вот разъединения. Провязываю первую петлю лицевой, она же у меня будущая кромочная. Провязываю, разворачивая сразу следующие 2 петли лицевыми скрещенными. Первая лицевая скрещенная за заднюю стенку, вторая лицевая скрещенная за заднюю стенку. И теперь выполняем с вами убавку. То есть точно так же, как в левой полочке переда, только в правой с наклоном, естественно, вот вправо. Да? А в пройме мы продолжаем с наклоном влево, не забывайте. Провязываем петли до конца, не провязывая последние 5 петель в пройме. Дошли до конца, продолжаем убавку в пройме. 2 петли провязываем с наклоном влево. Это 5-й поворотный лицевой ряд. 2 лицевые скрещенные. Кромочную я провязываю лицевой. 6-й ряд вяжем по рисунку. Встречаемся в 7 ряду. 7-й поворотный лицевой ряд. Кромочную снимаем. 2 лицевые скрещенные. У нас продолжаются убавки в пройме. 2 лицевые с наклоном вправо, вторая убавка по горловине, и продолжаются опять-таки убавки в пройме. Все, девчонки, ну и мальчишки, вяжем самостоятельно, выполняем все убавки, плечики сшиваем также самостоятельно и отправляем нашу красоту в стирку. Как стирать изделие? В описании под видео я оставила конкретную инструкцию. Девочки, сразу говорю, что инструкция не взята с какой-то энциклопедии или с головы. Это то, как лично персонально делаю я. И вам рекомендую точно так же, чтобы вы на выхлопе получили такое изделие, которое вы видите у меня, которое вам нравится, которым вы восхищаетесь. Просто следуйте рекомендациям и моим инструкциям. Каждый, конечно, вправе делать, как он привык, как ему удобно, но опять-таки я рекомендую по-своему. Всем желаю удачи, мои хорошие. Надеюсь, что ни у кого никаких затруднений не возникло. Довязывайте свою красоту и встретимся с вами.